Всем привет! Начинаю 4-й сезон. Решил снять сведение хип-хоп на стандартных плагинах. Специально буду пользоваться только простыми стандартными плагинами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам нравится контент, который вы смотрите. Для начала давайте познакомимся с мультитреком. Трек Crazy, Райан Келли. Послушаем мультитрек, посмотрим, какие проблемы у нас тут есть. Ну, сначала просто познакомимся. Ryan Kelly, you know, Райан Келли. get freaky, yeah, yeah, get freaky, yeah, get freaky, yeah, check it, get freaky. Alright, I'm going in, man. Y'all ready? I'm going in. Hey, yeah, As I ride with my horse, burn it up high through the dark with my torch. Smooth with the mic, lead the pin with no force. Equipped for the trip, I got weapons of assault. I got bass, I got gas, I got knives, I got forks. 20 motherfuckers showing up at your porch. Hit you with the truth, bada bang, bada bang. You be telling, Ну и припев. telling them, try these costs, truth, they not relevant. Crazy, crazy, crazy. Care you crazy, 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 crazy. You a crazy motherfucker, crazy, crazy. You crazy, crazy motherfucker. You a crazy motherfucker, man. Crazy motherfucker, crazy, 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 crazy. Несведенно звучит немножко абсурдно и кашеобразно. Давайте разберемся по мультитреку. Начнем с ритм-секции. Итак, слушаем кик. Ну, достаточно специфичный кик. Мне, в общем-то, он не нравится, потому что в нем нету как такового низа. Он немножко похож на перегруженный, но он не прокачивает, конечно, совсем. Дальше. Называется трек Ride. На самом деле это открытый хэт. И хэт основной. Получается, хэт основной закрытый у нас играет восьмыми. Открытый играет на слабую долю, но он играет не восьмую до четверти, как он, в общем, наверное, должен был играть, а 16-ю. Ну, строго говоря, так тоже может быть. Это вполне приемлемо. 16-я звучит немножко легче, 8-я звучит потяжелее и более увесисто. Но мы подумаем об этом, и, может, мы это используем. Слабая доля клэп. Клэп в моно. Ну вот я нажал моно, ничего не изменился. И второй клэп. Немножко разные тембрально, но тоже оба в моно, и это, в общем-то, наверное, плохо, потому что хотелось бы все это, чтобы звучало шире. Дальше по функционалу, по ритм-секции еще есть сбивки малого барабана, включаем все обратно. И перкуссия вот такая. Ну, все это создает такой классический хип-хоп рисунок, и хип-хоп рисунок, весь этот он идет практически от начала до конца. Кроме того, трек достаточно длинный, и я боюсь, до конца мы его с трудом дослушаем. 3:40, ну, 3:52, 3:52, немножко затянутый, с учетом того, что, по сути, он состоит из двух куплетов, двух припевов, и потом опять повтор припева. По ритм-секции, собственно, это все. Значит, что у нас мы имеем? Что мы имеем? Мы имеем очень непрокачивающую бочку, с этим надо будет бороться. Мы имеем два моноклэпа, и мы имеем закрытый хэт 16-ю. Хотелось бы, наверное, в припеве 8-ю, чтобы припев звучал тяжелее, чем куплет. Теперь посмотрим, что у нас с басом.
Ну, бас вполне классический хип-хоп, но он тоже моно. Поскольку инструментов-то очень мало, то хотелось бы бас стерео. Подумаем, как это сделать, и возьмем это себе на вооружение. Возможно, мы что-нибудь придумаем с басом. Идем дальше по инструменталу. По инструменталу что у нас еще? Сэмпл 1. Ну, фактически это FX. Сэмпл 2. Такой органчик. И голосовой сэмпл. Органчик и голосовой сэмпл. И тоже они идут на протяжении всей песни, но органчик сделали 4 доли, 1 такт и раскопировали на всю песню. Сэмпл вокальный, он как-то расставлен, он в припеве плотнее, в куплете менее плотный. И в припеве появляется вот такой синт. По вокалу. Дабл-трек на лид-вокал, дабл-трек на припев. Сейчас я это покажу. Лид-вокал спет дабл-треком. И припев тоже так же. И они разделены на разные дорожки. Еще есть ответы бэк-вокала. Crazy, 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 you crazy, crazy, you crazy, crazy, you crazy, 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 you crazy, crazy, you crazy. Ну вот как-то так. Все остальное бэк-вокал, AO. По инструменталу все, снейр мы рассмотрели, все. Давайте приступим. Давайте начнем с кик-драм. Ну, для начала, наверное, надо все собрать по группам и раскрасить. Я собрал все барабаны в одну группу. Она у меня называется Drums. Теперь я сделал дорожку отдельно. Она называется Sub-Kick. То есть фактически это копия той же дорожки. Послушаем еще раз оригинальную. И вот она, ее копия. Сначала поработаем с оригинальной. По оригинальной дорожке, что я хочу поставить? У меня была идея поставить на нее Max Bass. Но Max Bass мне не понравился ни один пресет. Они работают... Не имеют они целевой направленности, да? Другое дело, вот если я беру эквалайзер, значит, что надо сказать? Надо сказать, что тональность у нас с вами... Тональность у нас с вами ми бемоль минор. Для того, чтобы бас строил с бочкой в одной тональности, мы не должны делать бас в секунду к бочке. Ми бемоль для диапазона где-то до 100 Гц это два варианта. Либо 39 Гц, либо 77 Гц. Для того, чтобы бочка была пробивной, мы сделаем ей подъем на 77 Гц. От Max Bass я отказался. 77 Гц. Теперь она у нас будет строить с басом. Вот так она звучит в соло. Это байпас. Ну, то есть она немножко сфокусировалась. И теперь мне не хватает на ней щелчка. Она очень тупо звучит, слишком мягко. Поэтому что я сделаю? Я воспользуюсь гейтом не по назначению. Гейт у меня будет работать с очень высоким порогом.
Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот мы его полностью закрыли. А теперь мы его плавненько открываем потихонечку. И у нас появился вот такой щелчок. У него явно цифровая природа, но очень часто и в хип-хоп, и в EDM-музыке используются бочки вот с таким цифровым, практически цифровым щелчком. Вот, попробуем мы сделать то же самое. Ну и теперь, конечно, нам понадобится компрессия с достаточно медленной атакой. Если мы сделаем быструю атаку, то мы фактически убьем низ на бочке. У нас останется только вот этот цифровой щелчок. Поэтому атаку я беру примерно 12 миллисекунд. Релиз 50, потому что бочка играет четвертями, темп достаточно спокойный. Теперь вторая бочка. От второй бочки нам не нужен щелчок, нам нужно бы от нее сабниз. Сабниз фактически, опять же, я попробовал Макс Бас, и мне это не понравилось. Это звучит вот так. А мы сделаем более локально. Мы сделаем сабниз и прямо на 39 Гц. 39 Гц, подъем на 16 дБ, и эту бочку мы подмешаем к нашей основной. Итак, вот это основная бочка с таким легким цифровым щелчком. Я его чуть-чуть смягчил. Ну, опять же, смягчил за счет атаки и повышения порога. Вот она у нас была. Вот она у нас стала на 77 Гц. И саб на 39. И вот такая у нас бочка получилась. Теперь клэп. Клэп у нас был клэп 1 и клэп 2, они были в моно. Что я сделал? Я поставил клэп 1, поскольку они более размазанные, они немножко играют с опережением, насколько я помню. Клэп 1 у меня идет налево, клэп 2 идет направо. На каждой дорожке одинаковые эквализации. Я просто сделал их более яркими, поднял им 7000 на 5 дБ, чтобы они стали более читаемые. Вторая дорожка у меня задержана на 10 миллисекунд. То есть одна отстает от другой. За счет этого мы получили эффект Хасса. У нас клэп сместились чуть-чуть по панораме, но они стали широкими. Для того, чтобы сохранить им центр, клэп 2 я поставил строго в центр. Клэп 1 дает нам широту, а клэп 2 дает нам фундамент в центр. Слушаем все вместе. Ну, теперь надо бы заняться басом. Ну, давайте его послушаем все вместе и потом послушаем его в соло. Бас в моно. Нажимаю моно. Ничего не меняется. Как мы его можем расширить? Ну, во-первых, мы можем делать эффект Хасса, но тогда он у нас улетит чуть-чуть по панораме. Мы можем сделать такой же трюк, как мы сделали с клэп, но там у нас клэпы разные. Вот. Поэтому я сделаю вот что. Я поставлю на бас стерео-дилей. Сейчас давайте мы создадим дорожку.
стереодилей на нее. И дилей я сделаю таким образом. Я отключу синхронизацию по темпу, и я поставлю, допустим, сюда 15 миллисекунд дилей, а сюда 25, например. Фидбэк 0. И вы понимаете, да, если я сейчас вот так это все оставлю, то дилей будет работать на весь спектр баса. Поэтому нам нужен обязательно кат-фильтр на, по крайней мере, там где-то на 300 Гц, чтобы широта баса была только в верхней части спектра. А сам бас будет играть внизу. То есть на дорожке FX я еще поставлю вот сюда эквалайзер. Со срезом до 300 Гц. Что у нас получилось? Бас у нас играет с дилеем. Сейчас я бас отключу от стереошины, и мы будем слышать только дилей. Моно. Очень хорошо расширяет такой дилей. Давайте еще раз покажу параметры. Стерео дилей 10 и 20 миллисекунд я поставил. Фидбэк равен нулю, драйв width 100%, и эквализация я поставил со срезом на 297 Гц, ну, грубо говоря, на 300 Гц. Теперь у нас низ остался в центре, строго как фундамент, да, а сам бас стал широким. Для того, чтобы улучшить читаемость баса, я поставил на него компрессор. Опять же, стандартный C1 с атакой 20 миллисекунд. Сейчас покажу, как это работает, только для этого я включу его в мастер-шину. Опущу порог, чтобы вам было слышней. Таким образом, я выделяю атаку, и бас становится более читаемым в общем миксе. И с барабанами. Теперь по поводу хэта. Помните, я говорил, хэт открытый хэт играет на слабую долю, и слабая доля, она не дотягивает до 8, она вроде как меньше 8, но больше 16. Для этого нам нужно как бы удлинить вот эту слабую долю, да? То есть нам нужно сделать вот такой трюк. Вот так, вот так, вот так сюда сдвинуть, вот это выдвинуть. И теперь через кроссфейд соединить. То есть теперь у нас хэт будет длиннее. Длинный, длинный, короткий. Вот. Вот эту процедуру я проделал по всей дорожке. И вот что у меня получилось. Ну, по форме я уже сразу как бы стал продумывать по форме, поэтому на припевы я сделал хэт длинным, вот он у меня раскопированный, да? А на куплеты хэт коротким. И звучит это теперь вот так. Вот это у нас припев. А вот это у нас куплет. Еще раз. Припев. Куплет.
То есть фактически я удлинил хэт на припев, это придало ему больше тяжести и более увесистый припев сделал. Соответственно, это есть по всем припевам. В конце, там, где яма, хэт уже выходит в обычный ритм. Ну, еще раз всю ритм-секцию с куплетом и с припевом. И припев. Потяжелее стало. Ну, в общей куче это будет не так заметно, но для нас это будет заметно. Ну, по ритм-секции на этом все. На сегодня все. Спасибо. Смотрите 4-й сезон. Дальше у нас будет разбор формы, построения композиции. Посмотрим, что здесь мы сможем сделать, чем мы сможем усовершенствовать этот трек. И в конечном счете мы сделаем сведение и мастеринг. На сегодня всем пока. До следующего понедельника. Ставьте лайки, жмите на бубенчики. Буду рад, если вы будете спонсорами моего канала. Пока!